Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы продолжаем вас знакомить с различными радиосканерами. И сегодня у нас будет новый производитель, компания Weissler, называется сканер TRX1. Мы с Weissler когда-то уже работали, но занимались именно радар-детекторами. Сканер у нас на канале будет первый раз. Сразу хочу поблагодарить Вадима из города Ноябрьска, это наш подписчик и клиент, он прислал нам этот сканер на обзор. Будет интересно ознакомиться именно с управлением и каким образом он работает. Будем сравнивать его с Uniden 125. В отличие от Uniden, данный сканер может принимать цифровые протоколы, такие как Capca 25, DMR, Kenwood NXDN. Ну и, соответственно, как конвенциональный канал он может принимать, так и транковые. Но транк нам проверить здесь, наверное, вряд ли получится, потому что в ближайшем радиусе никто не работает, поэтому попринимать не сможем. А вот цифру, в принципе, DMR-овскую сами попередаем, попринимаем. Ознакомимся, как обычно, тогда с комплектацией, с конструкцией. И замеры проведем такие же, как у Uniden BC125AT. Как раз они похожи по диапазону частот, поэтому будет интересно проверить чувствительность в разных диапазонах и потребление. Ну и посмотрим, что за антенна штатная. Это не штатная антенна, кстати, но штатную мы проверяли, поэтому здесь тоже нужно будет посмотреть, что за антенка идет в комплекте. По поводу диапазона частот от 25 до 1300 МГц приемник способен принимать. Соответственно, и аналог, и цифру. Питается он от 4 батарей 2А. Естественно, возможно подключение к компьютеру, но сразу скажу, что здесь мы касаться программного обеспечения не будем, потому что не смогли, пока времени у нас было мало, мы не смогли запустить драйвер для данного приемника на Windows 7 у нас в офисе. На Mac нет программы, соответственно, а под Windows не устанавливается драйвер, поэтому будем смотреть именно с ручным управлением, ну, тем более, что он портативный, то есть естественно, будет применяться чаще все-таки в полях, то есть именно в носимом варианте. Ну все, тогда начинаем, как обычно, с комплектации. По комплектации, значит, поставляется сканер вот в такой коробке, сразу написаны, какие он протоколы может декодировать: NXDN, DMR, отдельно выписан Moto-TRBO. Почему-то, хотя Moto-TRBO тоже в DMR работает в протоколе, и APCA P25 фазы 1 и 2. Далее, ну вообще вот опять же видите, код, да, зиповский здесь указан. Все у данного приемника в основном завязано именно на территориальные службы, а не чистый сканер частот, как, например, айкомы. Да? У Uniden это в малой степени все-таки влияет, да, на работу его. Здесь же еще сильнее. То есть весь интерфейс в основном направлен на то, чтобы сканировать какие-то стандартные службы именно в вашей местности. То есть, если вы выбрали, например, частотный план США, то там вплоть выбирается штат определенный, и, соответственно, в него загружены уже библиотека частот именно экстренных служб, служб такси, например, там, служб сибишных, служб любительских. То есть вся привязка именно к территориальной принадлежности сканера. У нас же, естественно, все это работать не будет, поэтому будем довольствоваться тем, что позволяет сканер
делать именно вручную, то есть задавать пределы сканирования, задавать сканирование по каналам, задавать конкретный канал какой-то, частотный, какой нам интересен, либо в нем есть также функция захвата частоты, называется она здесь Spectrum Sweeper, как у Uniden Close Call функция, то есть она подобна этой, сейчас сравним, но у Вайслера она по-другому называется. Обзор на Uniden я в описании видео дам, ну то есть под видео в описании будет ссылка на большой обзор Uniden, там больше часа видео. По Вайслеру уже сейчас тоже посравниваем. Так, теперь по поводу комплекта. Идет сам сканер, идет защитный бампер. Он сразу изначально одет на него. Я специально его снял, чтобы получить доступ к батареям и ко всей конструкции в целом. Вырезы здесь все есть. Единственное, если вы будете менять батареи, а вы, скорее всего, будете их каждый раз при разряде вытаскивать, либо батареи, либо если это аккумуляторы, потому что здесь есть нюанс с зарядкой. Так вот, придется чехол этот каждый раз снимать, потому что доступа к батарейному отсеку у него нет. USB-порт вырезан, соответственно, антенный вход также есть вырез, регулятор также вырезан. Для SD-карты тоже окошка нет, то есть SD-карту, чтобы достать, нужно снять чехол. Далее идет инструкция краткая, она у нас и на сайте выложена, и на сайте производителя она доступна. Идет вторая накладка, то есть одна уже одета сразу на защитном чехле, вторая идет другого цвета в комплекте. Идет клипса, я распаковывать ее не стану, она поворотная, здесь все запаяно, поэтому чтобы клиенту не портить впечатление, мы клипсу открывать не будем. Идет вот такая антенна штатная, единственная, то есть она рассчитана на весь диапазон 25300 МГц. Ну, понятное дело, что не везде она будет работать. Сейчас мы основные диапазоны проверим ее. Идет вот такой кабель USB Type-A, USB Mini. Так же, как и у Uniden 125, то есть для подключения к компьютеру и для зарядки аккумуляторов используется разъем Mini USB. Ну, то есть это лучше, чем микро USB, потому что он более надежный. Но сразу давайте тогда скажу недостаток. Ток заряда через этот разъем, соответственно, всего лишь 220 мА. Поэтому батареи даже емкостью 2000, например, мАч будут заряжаться не менее 10 часов у вас. Поэтому у кого есть отдельное зарядное устройство, выгоднее все-таки извлечь аккумуляторы и заряжать их отдельно. Но опять же есть нюанс, каждый раз придется чехол тогда снимать и постоянно контакты все-таки использовать, ну то есть постепенно могут они выйти из строя, если постоянно их туда-сюда дергать аккумуляторы. Все-таки там обычные язычки стоят металлические, поэтому могут быть проблемы с частым извлечением. Батареи сами, ни батареи, ни аккумуляторы в комплекте не идут. Это мы свои с лаборатории поставили. Так, ну все, переходим тогда к конструкции. Так, конструктив приемника TRX1. Есть полноценная клавиатура, она с подсветкой. Динамик расположен у нас снизу. ЖК-экран также с подсветкой. Далее с левой стороны у нас ничего нет. Справа у нас есть USB разъем мини-USB для подключения к компьютеру и зарядки. И есть под батарейным отсеком, то есть крышку нужно снять, чтобы получить доступ к слоту microSD. В комплекте идет карта на 8
гигабайт в данном случае. Так, теперь по поводу батарейного отсека. Давайте я вам тоже особенность покажу. Есть у нас переключатель алкалайновой батареи, либо никель-металл-гидрид, ну то есть либо установка аккумуляторов. Соответственно, если вы не переключите вот этот DIP-переключатель, то у вас батарейки заряжаться не будут. Ну, то есть аккумулятор, если вы установите, а переключателя этого не будет, то заряда не будет происходить. И на дисплее, когда переключатель этот установлен в никель-металл-гидрид, соответственно, пишется, что аккумулятор заряжается. Но в любом случае ток заряда все равно всего лишь 220 миллиампер течет. Так, теперь сверху. Наверху у нас антенный разъем BNC, розетка. Вот под такой жесткой заглушкой, она не резиновая, она пластиковая. В данном случае у нас выход на наушники, либо сюда можно снять сигнал для какого-то, ну, либо на компьютер подать, например, либо на какой-то другой приемник можно использовать. Далее сверху у нас ручка регулировки уровня шумоподавителя, то есть вот такой аналоговый регулятор, что в принципе удобно, но здесь он не нажимной, соответственно регулируется громкость вот этими кнопками вверх-вниз. Сюда не как у Uniden, то есть он многофункциональный, этот регулятор, да, здесь же у нас, к сожалению, только именно шумодав регулируется. Так, ну и все, в общем-то, по конструкции. Пластик нормального качества, но довольно громоздкий. Особенно если одеть чехол, то он, конечно, получается намного больше, чем приемник Uniden 125. То есть вот можете оценить толщину его. Ну и по высоте он также побольше. Ну и как бы сам он конструктив такой, весь квадратный. Влагозащита у него, кстати, по-моему, тоже не заявлена, как и у Uniden, но по габаритам он, конечно, гораздо крупнее. Так, ну что, переходим к управлению тогда. Так, ну переходим к управлению, то есть кнопка включения питания на передней панели находится, нажимаем, я специально не включал, чтобы вы видели, насколько быстро он загрузится, то есть он сначала инициализацию SD-карты проводит, потому что там записаны частоты стандартные, ну вот эта библиотека служб, да, территориальных. Ну, вот таким образом он грузится, соответственно, смотрите, весь процесс работы с устройством делится на следующие типы. То есть вы можете сканировать заданные частоты. Соответственно, конечно, это проще делать через программное обеспечение, но и вручную вы их задавать можете тоже. Я расскажу потом. Далее, вы, естественно, что первоочередным является для других регионов, для тех регионов, куда этот приемник выпускается. То есть вы можете выбрать свой регион вплоть до почтового кода, и, соответственно, сканер подгрузит те службы, которые находятся рядом с вами, и позволит сканировать именно эти службы, которые зависят от территории. Но нам этого касаться смысла нет, потому что, естественно, здесь это ничего не работает, и регион Россия, понятное дело, не выбирается, то есть вот Browse Library вы можете выбрать, ну и соответственно здесь вот Set Location вы тоже можете выбрать местоположение. Browse Object — это именно навигация по сохраненным вами каналам, то есть то, что вы сохранили, вы можете это здесь и смотреть. То есть вот какие-то каналы я сохранял, соответственно, здесь они у меня есть. Далее, в этом меню что у нас еще есть? Вы можете зайти в программ-меню, но это я потом покажу позже тогда. Вы можете задать установки для сканирования, вы можете осуществлять поиск
Поиск здесь у нас несколько видов имеет. Я сейчас тоже зайду. Далее здесь можно поставить дату и время, потому что у сканера есть так называемое Always On Display, то есть когда питание выключено, вы можете наблюдать текущее время и дату. Ну и опять же это будет полезно, например, при записи на SD-карту, чтобы правильное время у вас сохранялось именно записи. Вы можете задать пароль на включение. Вы можете, соответственно, проигрывать файлы, которые у вас сохранены. Так, что я вам хотел показать. Программ меню, да. Ну, то есть, вот видите, да, каким образом управляется. То есть, это кнопка, грубо говоря, подтверждения, это кнопка назад, либо меню, также выход назад. Cell Select, это подтверждение. Соответственно, так, я вышел, да, из программ меню. Здесь можно задать какие-то глобальные настройки. Давайте я вам покажу, так, кстати, что здесь есть, чтобы было видно. Вот опять же, смотрите, Enable Record, да, здесь важная галочка. Она нужна для того, чтобы задать глобально настройку записи. То есть, если есть какая-то активность на канале и здесь стоит галочка, то она будет писаться на SD-карту. Также для каждого канала можно либо включить, либо исключить запись. То есть, если здесь у вас, например, она отключена, то можно определенным каналам только задать возможность записи, и они будут автоматически записываться у вас. Так, автоматическая регулировка усиления, Automatic Gain Control здесь стоит, настройки, звуки вы можете отключать, звуки кнопок, громкость кнопок, контрастность дисплея можно задать. Ну, давайте я пролистаю дальше. Все это есть в инструкции, поэтому сильно останавливаться, наверное, не будем. И так все понятно. Welcome Text — это то приветственное сообщение, которое будет у вас на экране при включении. То есть 5 строчек помещается на дисплей. Ну и дальше идут экспертные настройки. Тоже здесь можно задать галочки, какие будут отображаться данные при приеме сигналов, соответственно, которые идут и к цифровым, и к аналоговым каналам. Поэтому здесь все это можно также задать. Вот Band Plan, видите, по умолчанию USA, выбран Канада, UK, United Kingdom, Австралия и USA снова. То есть, увы, никаких здесь нет регионов даже близких. Так, далее Flex Step. Давайте поставим галочку тогда, потому что она нужна для ручного ввода частоты. По умолчанию она не стоит. Так, If Out. Вот это настройка именно выхода для подключения дополнительных устройств, чтобы не только наушники были, но еще и If Out тоже работал. По умолчанию он выключен. Можно автоматически включать питание в определенное время. Заметьте, тоже интересная функция. Ну и все, вот мы все настройки в программ меню пробежали. Так, сохраняем. Так, теперь смотрите, я вам что еще хочу сразу показать по поводу удобства управления. То есть вот в инструкции на 18 странице вот такие сокращения. Как видите, на клавиатуре не указаны функции, они нанесли сюда символы для, например, присвоения имен каналам, да? Но для того, чтобы получить быстрый доступ в какие-то определенные меню, есть вот такой список сокращений. Например, FN0 мы получаем сразу режим тюнинга, да? Режим тюнинга что нам позволяет делать? Нам он позволяет задать частоты вручную. Ну вот давайте я, например, 144 ровно, например, задам, да?
Соответственно, у нас частота теперь задана вручную, и мы можем, нажав кнопку Play, начать сканирование. Кстати, сразу обратите внимание, насколько быстро происходит сканирование. Давайте я шумодав немного загрублю, чтобы вы видели. Ну и, соответственно, вот этими стрелками мы можем задавать сканирование либо вперед, либо назад. То есть вот он у нас бежит назад. Но, конечно, Uniden работает в сканировании побыстрее, чем Weissler. Так, отвлеклись. Смотрите, еще по поводу кнопок. Есть прием каналов погодных. Но, естественно, у нас они тоже не работают. Есть аттенюатор. То есть, если сигнал какой-то большой мощности, то можно всегда его ослабить аттенюатором. Ну, это приоритетные каналы задаются, это наоборот пропускают каналы. То есть, если какая-то помеха, например, вам постоянно мешает при сканировании, можете пропустить временно, и, соответственно, эта частота будет пропускаться. Так, теперь по поводу дальнейших сокращений, да, смотрите еще, то есть Tune мод я вам показал, соответственно, дальше есть FN и 1, это сканирование именно по скан-листам, то есть те частоты, которые вы зададите себе, будут сканироваться, то есть вот стрелочка сканирования есть. Всегда вы можете приостановить это и, соответственно, дальше функция плюс 2, да, это у нас позволяет задавать вручную либо системы, либо их редактировать, либо вы можете сохранить конвенциональный канал. То есть заходим, частоту, вот она у нас в Tune мод была задана, но здесь вы можете ее задать вручную. 145, например, 500, да. Дальше частоту вы задали, дальше вы можете задать ей имя Альфа-Тек, да. Соответственно, выбрать, к каким скан-листам она будет относиться. Дальше выбрать, либо она будет автоматически определяться как цифровой, либо аналоговый канал, либо жестко задать цифру, либо аналог. Здесь вы можете задать модуляцию. Тоже она автоматически определяется, либо AM, FM, либо узкая FM. Давайте авто пусть будет. Дальше. При сканировании искать ли коды CTCSS, DCS или NAC, это капка относится, по-моему, этот код. Соответственно, при сканировании можно оставить, чтобы она эти коды пыталась определить. Дальше можно задать вручную код CTCSS, DCS, если хотите. Дальше можно задать цифру на данном канале, то есть либо DMR, либо NXDN, можно задать color код. Да, чтобы задать color код, надо сначала активировать какую-то из систем, например, я DMR выберу, соответственно, здесь у нас выбирается любой, тогда будет приниматься color код, либо вы можете задать его вручную. Дальше слот, также либо первый, либо второй вы можете выбирать, либо любой, он будет принимать радио ID, вы можете, то есть, ограничить прием, например, каким-то индивидуальным вызовом, либо групповым вызовом, либо принимать все. Так, дальше приоритет можете задать, либо наоборот пропускать этот канал. Дилей – это время остановки на канале после активности, то есть и его длительность вы можете задать. Можно задать, соответственно, будет ослабляться, ну, аттенюатор будет на канале работать или нет. Автоматическая регулировка усиления, соответственно. Аудиобуст – это увеличение низких частот, по-моему, у динамика, ну, чисто получается обработка приемного.
звука или голоса. Так, здесь у нас можно задать какую-либо тогда какой-нибудь звук оповещения о том, что есть активность на данном канале. То есть именно этот канал, например, сделать особенным, который нам очень важный, да, и когда на нем будет какая-либо активность, вы услышите либо звуковое оповещение, либо световой индикацией, либо, да, вот задать можно светодиод, чтобы мигал особым образом. То есть вот задается комбинация цветов. Дальше можем мы, о чем я говорил, включить запись на данном канале или нет. Ну, то есть, когда есть активность на этом канале, записывать его или нет. Ну и все. Получается, что сохраняем. Соответственно, мы те частоты запомнили. Теперь, чтобы перейти именно к необходимому, так, каналу, можем, соответственно, выбирать частоту. Так, вот эту, да, мы сохранили. 145 500 и DMR 147 740 у нас сохранено. Так, теперь поиск по пределам, да, у данного есть приемника. Соответственно, вы можете задать пределы частот. То есть вот у нас здесь задано от 135. Ну, я, естественно, могу задать там, например, 140 МГц, да. И верхний диапазон 170, то есть вот в этом пределе он будет тогда сканировать. Так, и теперь FN5. То есть вот он в этом пределе теперь будет проводить сканирование именно в пределах. Я заметил какую особенность, то есть вот мы сканируем лимиты, да, ну то есть по пределам. Допустим, я остановлю вручную, да, активности на канале никакой не было. Нажимаем меню, сохранения канала здесь нет, да. Так, теперь возвращаемся обратно в лимитное сканирование. Давайте я сейчас поменьше сделаю. То есть вот у нас получается активность какая-то на канале есть. Теперь нажимаем паузу, нажимаем меню, получаем меню другое. То есть теперь можно сохранить уже канал. Соответственно, вот канал был сохранен. То есть если я сейчас, например, найду браус переходы по объектам, то я эту частоту найду, да, то есть вот она, да, была сохранена, 154 590 было. Тоже не очень удобно здесь ходить по скан-листу, потому что не задан номер канала, то есть какая вот была частота сохранена раньше, а какая позже, непонятно. То есть вот он, список просто, ну да, 154 590, так и есть, да, то есть вот мы тот канал сохранили. Но то есть это меню становится доступным, когда только есть активность на канале. Если вы лимиты сканируете и нет активности, но вы остановили, хотите эту частоту сохранить, то вам это сделать не получится. То есть только через тюн-мод тогда вы можете пройти и любую частоту там задать. То есть вот FN0. И, соответственно, здесь вы можете задать любую частоту. Например, так, здесь у нас нолик, 155 500, например. Вот. Теперь у нас 155 500 сохранилось.
Так, теперь по поводу... Ну, в общем-то и все. Есть свипер меню. Сейчас я вам покажу еще, каким образом она сканирует именно активность, ну, то есть функция захвата частоты, как работает. Так, ну давайте посмотрим, как работает тогда функция захвата частоты. Spectrum Sweeper она называется у Вайслера. На Uniden я уже поставил эту функцию, Close Call она называется. Так, здесь мы включаем каким образом? FN3, чтобы не ходить по меню, да, и, соответственно, либо мы можем сканировать какие-то публичные каналы, да, или публичные службы, заданные вот в этой библиотеке сервисов, да, либо мы можем сканировать все диапазоны. Я выбираю все диапазоны, то есть вот началось сканирование, да. Здесь также включено сканирование. Вот здесь у нас на вот этом ретевисе на первом канале, ну это вообще PMR станция, соответственно 446 МГц. Нажимаю на передачу. То есть видите, здесь мы обнаружили 446 00 625. Еще раз. Определилось, да? Здесь же, смотрите, на этом Spectrum Sweeper не происходит ничего. То есть я вот нажимаю на передачу, здесь определяет. Здесь, ну даже давайте я вот загрублю, чтобы она не находила, да, какие-то частоты. То есть вот я на передачу нажимаю, передача горит. 790 идет, 819, 820. Передача до сих пор идет. Spectrum Sweeper ничего не определяет. То есть вот он переключился на 145, 147, 444. То есть он вообще не реагирует никаким образом на передачу. То есть Uniden определяет без проблем. Этот у нас так и не смог определить несущую, хотя вот она совсем рядом здесь, да. Так что как эта функция работает, не совсем понятно. Здесь все ясно, каким образом она работает, беспроблемно. Здесь же у Вайслера какие-то трудности. Давайте еще проверим этот режим. То есть вот он, Spectrum Sweeper включен, здесь Close Call. Я поставил 434 ровно, ну мало ли там 446 он не определяет, да, с шагом 6.25. Поэтому вот 434 ровно вообще, то есть шаг 1 МГц, грубо говоря. Смотрим. То есть Uniden определяет, здесь абсолютно опять никакой реакции нет. То есть как работает функция захвата частоты или Spectrum Sweeper, мне, честно сказать, непонятно. То есть никаких настроек, кроме того, что All Band, да, выбирается, здесь больше ничего нет. Ну, то есть либо сканирование по службам, либо сканирование по всем частотам. Все, ну бенды эти, видимо, в программе где-то выбираются, ну какая разница, мы-то перебираем все, и на частоты несущие не определяет. Так, давайте я продемонстрирую, как станции принимают тогда. Сначала на Вайслере. На приемник Вайслер TRX1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на приемник Uniden BC125AT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте продолжаем. Сейчас попробуем принимать цифровой тогда канал в DMR. Смотрите, какие обнаружились нюансы. То есть я вот сейчас покажу вам настройки канала, да. То есть первый нюанс. Вот выбираем навигацию по объектам сохраненным, да, или браузер Objects. Вот, казалось бы, сейчас частота уже выбрана. То есть стоит
434 запрограммирована в Хайтере, такая же частота. И стоит сигналинг DMR. Передаем, да, с Хайтеры. Смотрите, я нажимаю, то есть передача идет. Приемник абсолютно никак на эту передачу не реагирует. Знаете, что нужно сделать, чтобы активировать передачу? Нужно нажать на вот эту кнопку. То есть теперь он в работе. Вот теперь, смотрите, я нажимаю. Раз, два, три. То есть теперь он работает. То есть имейте в виду, что если вы выберете навигацию по меню, вы еще не активируете прием. То есть нужно нажать именно кнопку play. Вот такая у нас есть проблемка. Теперь смотрите, опять же, цифровой режим, да, здесь стоит на авто, на этом канале. Если вы не поставите вот здесь вот галочку DMR, то также на этом канале, на этой частоте приниматься цифровой сигнал не будет. Имейте это в виду тоже. Так, ну а теперь демонстрируем прием. Посмотрим, какие данные будут отображаться. Цифровой сигнал с радиостанции Хайдера H1785 на приемник Вайстлер TRX1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, я демонстрирую еще систему записи. То есть я все-таки на канале поставил отдельно галочку рекорд на вот том канале, на цифровом. То есть вот здесь вот я поставил. Сейчас я до нее дойду. Вот видите, рекорд стоит. Теперь заходим в главное меню. Нажимаем Playback. Вот у нас записанный, соответственно, сигнал DMR. Знаем цифровой сигнал DMR на приемник Вайстлер TRX1 передается радиостанции Хайдера H1785 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть почему-то глобальные настройки все равно не сработали, то есть пришлось поставить на этом канале именно галочку запись переговоров. Ну, то есть тоже вот такая особенность. Так, ну все, теперь сохраняем частоты и будем проверять тогда на интересующих нас каналах чувствительность. Давайте я вам еще раз покажу, как сохраняются каналы тогда. То есть для быстрого доступа мы переходим в программ меню, то есть FN и 2. И здесь, соответственно, добавляем каналы. Частоты я, кстати, ну в смысле системы, я покажу, наверное, тоже вам, как добавляются. То есть 255, 550 для того, чтобы с отком проверить. Нам так выбрали частоты, да, теперь... Ну, цифровой режим пусть здесь стоит свой. Так, поставим NFM модуляцию тогда. Ну и, в общем-то, все. У нас здесь цифры не будет, именно будет аналоговый сигнал. Будем проверять чувствительность. Поэтому, в общем-то, можно и сохранить все эти настройки, оставшиеся так. То есть, он нас спрашивает, сохранять или нет. Сохраняем. Теперь переходим в меню. И, соответственно, вот у нас модуляция NFM, частота 255-550. То есть я сейчас нажимаю на play и, соответственно, начинаем эти частоты принимать. То есть все, в общем-то, просто, но странно. Надо к этому, конечно, привыкать. Так, давайте проверять тогда потребление приемника. Смотрите, сейчас вот он находится в процессе сканирования по скан-листам. Потребляет, вот мы 107 сэмплов уже выждали, потребляет он 178 миллиампер. Так, теперь в режиме приема надо будет проверить и в режиме ожидания. Да? Допустим, если я в режим ожидания сейчас перейду, допустим, опять же смотреть будем объекты, да. Так, вот обратите внимание, при
Так, 434 ровно. Вот у нас NFM модуляция. При включенной подсветке 70 миллиампер он потребляет, да? Так, вот сейчас подсветка выключилась, и он ничего не сканирует, то есть находится он в режиме, просто в режиме меню. Потребление у него 56 миллиампер. Давайте я включу сейчас слежение за одним каналом, ну то есть Browse Object. Подсветка выключилась у нас. Так, давайте я уберу, сброшу. Ну то есть он стабильно сейчас будет потреблять 171 миллиампер в режиме ожидания при слежении за одним каналом. То есть просто стоя на частоте, я специально шумоподавитель загрубил, то есть у него потребление стабильное 171 миллиампер. Так, подаю я, кстати, 5 вольт ровно. Давайте теперь сделаем максимальную громкость. Да, вот он на максимум. И будем смотреть, сколько он будет потреблять в режиме приема на полной громкости. На приемник Weissler TRX1 на полной громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление на полной громкости на одном канале составляет 200 миллиампер. Так, ну что, давайте тогда мы сейчас посмотрим, сколько данный приемник будет работать в цикле 5590, то есть 90% время ожидания, то есть никакого, ну то есть вот в таком режиме нет приема, и у нас слежение за одним каналом. Далее на полной громкости у нас и в режиме ожидания 171 миллиампер мы получаем потребление. Далее на полной громкости прием 200 миллиампер. Режим сканирования 178 миллиампер он потребляет. Батареи возьмем емкостью 2300, они в комплекте не идут, но у Uniden мы питали такими батареями на 2300 мАч, соответственно здесь такую же емкость возьмем для сравнения. В итоге получаем в цикле 5590 13,2 часа. На приемнике Uniden это значение составило 21 час, то есть потребляет, естественно, Weissler побольше. Причем это связано именно с током потребления в режиме ожидания. То есть вот сейчас вот в таком режиме он потребляет 171 миллиампер, что прилично. Тем более, что тут еще и 4 батареи используются для питания. То есть заряжать вам его придется почаще, чем 125 Uniden, например. Напомню, что у ICR6 вообще это значение составило 91,8 часа, потому что потребление в режиме ожидания у него всего лишь 14 миллиампер и 64 миллиампера при сканировании. То есть потребление у ICOM намного, в несколько раз ниже. Так, ну теперь переходим к чувствительности. Так, проверяем чувствительность. Сначала 27 МГц ровно. Те же самые частоты будем проверять, что и на Uniden 125 для сравнения. 27 ровно. Шумодав поставлю на минимальный уровень. То есть вот я его ставлю на минималку и увеличиваю чувствительность, ну в смысле амплитуду сигнала выходного генератора. Так, минус 101 dBm. Здесь, конечно, чувствительность послабее, чем у приемника Uniden 125. У него была минус 120 в АМ.
Так, проверяем теперь на частоте 255-550. Это у нас основной или самый популярный канал на Саткоме. Проверим. Так, включаем высокочастотный выход. Так, и амплитуду уменьшаем. Шумодав опять на минималке. Превышение помех только. Так, еще разок. Ну, вот, минус 117 dBm. Так, у Uniden 125 было минус 119. Так, следующая частота 145. Да, управление, конечно, ужасно мне не нравится. Неудобно. Так, 145 ровно включил. Так, здесь 145 ровно. Так, уже принимает. Сейчас мы его загрубим. Так, смотрим на 145 ровно. Так, шумодав, да? Сейчас есть шумоподавитель. Так, вот шумодав на минимальном уровне. Увеличиваем амплитуду. Минус 120 ровно на 145. Так, минус 122 было у Uniden. Так, теперь 434. Смотрим. Так. $434 ровно. Запускаем. Так, здесь 434. Примерно чувствую то же самое будет, да? Так, порог. Минимальный. Смотрим. Что-то даже на минус 118. Тоже не очень. Хотя у Uniden было поменьше, даже минус 117. Так, ну и остается нам один канал проверить. Это речной канал аварийный. У него 300,2 МГц частота. Так, вот он у нас выбран. Следим. Так, теперь 302 МГц амплитуда. Так, шумодав. Также на минималке. Здесь я чувствую поменьше будет. У нас чувствительность, видите, он не открывается. Так, минус 111. Минус 111. У Uniden было минус 118. На этой частоте также. Ну вот смотрите, допустим, если открою шумодав полностью, да, и давайте попробуем, до какой он будет значения, до какого еще сигнал хорошо слышен. Ну, то есть 12 дБ синат до превышения уровня. Ну, где-то вот на 119 еще нормально. Выше уже помеха превышает полезный сигнал, уже ничего не разобрать.
Ну, то есть на полностью открытом шумодаве где-то минус 118 он принимает, но вы же так работать не будете, поэтому в любом случае придется загрубить шумоподавитель, чтобы он закрылся от помехи, да. И, соответственно, здесь уже мы получим чувствительность меньше. Вот такие результаты. Так, смотрим избирательность на частоте 434 МГц, 10 кГц отступили, увеличивая амплитуду. Но приемник тут супер гетеродинный тоже, поэтому проблем здесь не будет. Так, на минус 68, по-моему, он открылся. Смотрим. На минус 72 он открывается, да, минус 72 это 28, и там была чувствительность минус 118, то есть 28, 38, 46 единиц при отступлении на 10 кГц. На 15 кГц отступать даже не буду, явно порог будет превышен. Так, давайте проверим громкость динамика. У меня подозрение, что все-таки он не очень громко работает. Сейчас тогда громкость сейчас максимально стоит. Шумомер к центру динамика как раз подведен. Принимаем на полной громкости, смотрим. На приемник Weissler TRX1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, проверяем штатную антенну от Weissler TRX1. Вот такой вот график получаем. Ужасный, надо сказать. Минимальное значение КСВ у нас где-то на 161. Я на сайте размещу подробные графики, там можно будет покрупнее посмотреть. 3,5, да, у нас. Так, сейчас, секундочку. Посмотрим, может поменьше где-то есть. Ну да, вот 3,3 на 161 МГц ровный, сопротивление 97 Ом. Ну то есть в этот диапазон двухметровый она вообще, антенка эта, не подходит, абсолютно неэффективно, поэтому смотрите, лучше использовать, конечно, в двухметровом другую какую-то антенну. Я сейчас и в 400 МГц тоже антенку проверю. Так, вот такой график в 400-470 МГц у данной антенны. Минимальное значение, ну, фактически на самом краю диапазона, то есть где-то на 468. Так, и оно здесь 1,42, 41 Ом сопротивления. Ну, тут вот более-менее, ну, то есть, опять же, только частота-то сама не особо нужна кому-то, 468, 250. Ну, а LPD частоты, PMR частоты в районе двойки будет КСВ. То есть, тоже антенна не особо хороша и в этот диапазон, штатная. Специально еще для вас проверил на следующих частотах антенну данную штатную. От 250 получается до 350 МГц. Ну тут видите, в итоге нигде нормального значения нет. Минимальное значение на самом краю. И оно равно 6,4. 30 Ом сопротивления. Ну, то есть антенна для этого диапазона, для саткома, естественно, непригодна, и для речных каналов тоже. Поэтому лучше тогда, если будете принимать на этих частотах, то, конечно, антенну следует поменять. Так, ну что, давайте тогда подведем итоги по приемнику Weissler TRX1. Начнем, как обычно, с недостатков. Недостатков, конечно, набралось очень много у него. Первое, низкий ток заряда. Да, слабовато он заряжает, поэтому если хотите заряжать быстро аккумуляторы и используете аккумуляторы, то лучше тогда извлекать его из стандартной этой ниши и заряжать где-то в отдельном зарядном устройстве. Опять же, бампер только будет мешать, соответственно, каждый раз его нужно будет снимать.
Но основной, конечно, недостаток для меня, по крайней мере, это управление. То есть управление настолько неудобное. Опять же, можно наверняка к этому привыкнуть, но Uniden по сравнению вот с Вайслером просто вообще замечательный и беспроблемный аппарат. У него есть тоже свои нюансы по сравнению с тем же Айкомом, но он осваивается гораздо быстрее и гораздо, самое главное, гораздо понятнее его управление. Здесь же скан-листы, скан-сеты, даже вот, допустим, поменять шаг сетки частот без программного обеспечения я так и не нашел. То есть есть какие-то вот в данной локале, да, или, скажем, библиотеке заданы стандартные какие-то шаги частот, и их поменять, ну вот как в обычной радиостанции, да, например, то есть редактируем канал, выбираем, все, здесь шага сетки частот нет в этом аппарате, то есть это нужно менять именно скансет. А скансет, похоже, меняется только через программное обеспечение, потому что здесь ковырялись. Ну, благо, что мы-то проверяем на каких-то кратных там и целому мегагерцу частотах, нам это не нужно было, но вот если реально понадобится тот же PMR канал ввести, например, да, то это сделать невозможно. Да, тут есть flex step, галочка ставится, и можно задать вручную частоту, но вот в соответствии с этим планом, да, ну или с сет-сканом, частота будет округляться до того шага сетки частот, который задан вот в этих настройках. Поэтому тут тоже странное. Ну, то есть вот эти вот все нюансы, частоты нельзя вручную, да, сразу ввести без вот программного канала, без браузера по сохраненным частотам. Надо включить, запустить слежение за каналом. Иначе, даже если выбран браузер, то он не принимает. Ну, то есть вот эти вот все вот нюансы с управлением очень необычные и очень неудобны для нас, поэтому это мы поставим тоже в минусы. Дальше, следующий минус, программное обеспечение. То есть под Windows 7 мы так его и не смогли запустить. Нам клиент прислал, конечно, данный приемник на несколько дней, нужно было бы времени побольше, возможно, мы бы разобрались с установкой драйверов, но опять же никаких возможностей, то есть у сайт производителя, да, есть там выложены драйверы, и при установке программного обеспечения система спрашивает, ставить ли драйверы, то есть мы и драйверы поставили, и потом отдельно их скачали. Он всего одного типа, то есть это inf файл, просто выбираем, то есть он в системе приемник определяется как неизвестное USB устройство, выбираем драйверы, ну вот даже и скачанные отдельно после установки, все равно система пишет, что необходимый драйвер уже установлен, и никак программа данный приемник не распознает, то есть тоже это запишем в недостатки, потому что мы не смогли разобраться, по крайней мере, вот так, быстро. Теперь Spectrum Sweep, да, вроде как должна быть аналогичная функция Close Call от Uniden, но она опять же не работает, то есть вы видели демонстрацию, да, я излучаю и кратную целому мегагерцу, то есть 434 частоту. Сканирование продолжается, никаких он не останавливается, не отображает эту частоту. С Uniden никаких проблем нет, он сразу определяет, и поднесущий я в ролике на Uniden показывал. Вообще никаких проблем, моментальное определение, на каких частотах бы мы не излучали, то есть в пределах его приема. Здесь же стояли все бенды на прием в этой функции Spectrum Sweep, и все равно он несущую, даже аналогового канала не определил. Дальше, чувствительность.
Опять же, мы проверили, сколько, 5 диапазонов, да, чувствительность, ну, более-менее, но, опять же, у Uniden чувствительность почти на всех диапазонах лучше. Следующий недостаток – потребление. Тоже 171 мА приемник потребляет в режиме даже ожидания, когда нет никакой активности, и 178 в режиме сканирования. Это, конечно, многовато, учитывая то, что еще и 4 батареи используются, ну или 4 элемента АА, то есть ему надо 5 вольт питания и еще и такое потребление здоровое. То есть 13,2 часа мы получили всего лишь в цикле 5590, тоже это много. Дальше, тихий динамик. 108,6 децибела громкость динамика. У Uniden, у этого, он мало того, что приятно звучит, так у него еще и на 10 децибел почти громкость выше, то есть 117 децибел. Тоже, если в каком-то зашумленном помещении будете использовать, вы ничего не услышите. Штатная антенна, следующий недостаток, тоже вообще ни в одном диапазоне она нормально не работает. Ну, то есть вот 1,42 на 468, ну, зачем нужна частота 468? Никакой полезной частоты ни 430, ни 144, нигде антенна эта не работает. То есть на любительских диапазонах она не принимает нормально. Теперь из плюсов запись переговоров, хотя тоже, опять же, это связано с управлением, есть нюансы. То есть, если поставить глобальную настройку записи каналов, то почему-то цифру она, например, не пишет. Пришлось мне ставить отдельно запись именно на том канале, на цифровом, чтобы она начала писать. Ну и еще одно из преимуществ, все-таки цифру она принимает, тоже с нюансами, то есть надо ставить именно галочку на всех тогда. Если вы не знаете, в каком режиме работает передатчик, да, NXDN, APCA, DMR, то ставьте галочку на всех, чтобы принимать цифру. Иначе он у вас принимать не будет. Ну, отображение вы видели, да, слот показывает, color код показывает, имя абонента не показывает, название канала тоже не показывает. Ну, то есть принимает, но с нюансами. Для того, чтобы систему назначить, тоже там настроек очень много, ну, то есть транковую систему цифровую. Настроек много, можно это все сделать через интерфейс самого приемника, не прибегая к программному обеспечению. Но я даже это показывать не стал, потому что продемонстрировать здесь у нас в транке никто не работает, поэтому демонстрировать это не стал. Но вот столько получилось у нас недостатков и так мало преимуществ, поэтому, ну, опять же, все в основном, все упирается в управление. Мне вот это, наверное, основной недостаток. Все остальное, антенну штатную можно поменять, потребление, ну, не такое, оно уж высокое, чтобы быть критичным. Поэтому, ну, 3 балла я поставлю этому приемнику, выше не поставлю. С программным обеспечением надо разбираться, с драйверами. Возможно, под другие винды она встанет, этот ПО. Написано оно только под Windows, под Mac нет, поэтому мы не стали ставить на другие системы. Ну, то есть, вот 3 данный приемник получает, не больше. Все, на этом тогда заканчиваем. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.